Привет! Ну что, мой канал отмечает 300 тысяч подписчиков, и для меня это знаковое событие. Вы даже не представляете, насколько это интересно и увлекательно, и необычно начать с нуля и добиться такой вот цифры. Поэтому я вас от всей души благодарю за поддержку, за интерес ко мне и к моему каналу, к той философии, которую я пытаюсь продвинуть. Я искренне верю в тему стиль и эстетика. Я считаю, что это отличный путь, чтобы измениться и не только изменить свой гардероб, но и качественно изменить свою жизнь, чтобы научиться быть не только стильной, но и счастливой, любимой, доброй, потому что действительно это очень-очень важно в жизни. Спасибо вам большое, мои дорогие зрители. У нас с вами происходит отличный обмен. Я с удовольствием делюсь информацией, моими знаниями, наработками, опытом. А мои идеи находят у вас отклик, и это очень-очень здорово. Еще раз благодарю. И в связи с таким событием всем моим зрителям я хочу подарить купон со скидкой 10% на мой курс. Как называется купон, оставлю внизу в описании к этому видео, и скидка действует весь сентябрь, поэтому используйте, учитесь и получайте новые знания. Сегодня я для вас подготовила очень интересную, свежую тему. Я люблю такие темы подкинуть, о которых еще никто не говорит на канале YouTube. И 3-4 года назад о стиле тоже никто не говорил. Я была первая, но потом и другие блогеры тоже переориентировались и с модных трендов перешли на стиль, и это очень здорово. И тема сегодня — современная сексуальность и как ее выразить в своих образах на фоне общемирового тренда. Это не мимолетный тренд, это действительно такой глобальный тренд на все-таки более свободный силуэт в одежде. Вот как здесь не потеряться, не потерять свою сексуальность, женственность, но в то же время оставаться современной. Современная сексуальность сегодня, она никаким образом не связана с облегающим силуэтом, и очень здорово, что мода на чересчур облегающий силуэт ушла. То есть в глобальном смысле она ушла, локально где-то, может быть, она еще сохраняется, но тоже уходит. И сегодня, конечно же, никто не одевается таким образом, так, чтобы излишне подчеркивать свою фигуру за счет одежды. Это не принято. Демонстрировать слишком много открытых частей тела. Бум на ботокс, на идеальное лицо без морщин до самой глубокой старости тоже уходит. Сегодня огромный глобальный тренд и ориентир — это, конечно же, естественность. Также на сайтах и в журналах мы с вами видим, что все модели, они отретушированы не до формата несуществующих стандартов. И все больше и больше подчеркивается натуральная, естественная красота каждой женщины. Ногти-когти отпали, то есть уже никто не делает какие-то сверхъестественно длинные ногти. Сегодня ногти короткие, 1-2 мм, натуральный маникюр, натуральный педикюр, без рисунков, без 3D композиций, страз и так далее. Естественная красота, опять же, это огромный ориентир, и это ни в коем случае не обозначает, что вы никак себя не украшаете. Например, если вы делаете макияж, то он не слишком резкий, не слишком четкий. То есть сегодня визажисты все больше и больше используют кремовые текстуры. Растушевка — это ключевое, то есть сделать так, чтобы это выглядело максимально естественно. Очень многие визажисты работают не только кистями, но в том числе и руками, пальчиками.
И очень многие женщины подхватывают такой ориентир и внедряют в свою жизнь. Я, кстати, тоже сейчас совсем по-другому стала краситься, ну, точнее, немножко переработала свой макияж, тоже стала использовать много кремовых текстур. И если вам интересно, я могу записать отдельное видео, напишите в комментариях. То же самое касается причесок, то есть очень многие перешли на натуральный цвет волос, и я тоже с блондинистых волос отрастила свой натуральный, это было непросто переходить с блондинки на свой цвет, это, конечно, целая история, я очень долго привыкала, ты себя не видишь в зеркало. Не узнаешь, точнее, и все-таки привыкла, и сейчас могу вам сказать, если пару месяцев назад я еще думала добавить каких-то светленьких прядей, сейчас, конечно, нет. Это совсем по-другому тебя раскрывает, то есть твоя натуральная красота — это магия на самом деле, и если тоже пытаетесь перейти с крашеных волос на, может быть, свой натуральный цвет, не бойтесь, скорее всего, в итоге со временем вам действительно понравится. Но и в принципе в плане причесок мы с вами тоже видим, что они стали сейчас максимально простыми. Вы все время спрашиваете записать видео о прическах, но здесь особо нечего сказать в том плане, что сейчас никакого сверхъестественного объема, никаких локонов не нужно делать, то есть можно просто волосы собрать в небольшой пучок, можно носить распущенными, иметь среднюю длину, длинные волосы, что кому идет. И здесь ключевое слово как раз-таки просто, то есть волосы должны выглядеть максимально по-простому, и это самое классное. В плане одежды, как не потерять свою женственность, сексуальность, но при этом остаться современной, потому что, как бы там ни было, мода является отражением тех событий, которые происходят в данный конкретный момент, и мода на нас влияет. Естественно, ее нужно очень дозированно внедрять, и я сейчас говорю не про моду в плане трендов, которые постоянно меняются, а именно про более глобальные изменения, и мы это видим в плане силуэта, в плане формы, и, конечно же, оставаться старомодной никто из нас не хочет, но и по моей философии гнаться за трендами — это тоже пустое дело, то есть здесь нужно или иметь очень много одежды, огромный бюджет, и все равно вы никогда не успеете на 100%, то есть все очень быстро меняется. В этом смысле я всегда вас призываю, стиль — это баланс, это гармония, то есть немножко балансировать и менять немного силуэты в своих любимых вещах и, может быть, как-то точечно внедрять те тренды, которые вам максимально ближе и отражают именно ваш стиль и вкус. И что касается силуэта, это очень важно, чтобы не потеряться на фоне очень свободных вещей, оверсайз вещей, это тоже стиль, и он, естественно, имеет право на то, чтобы быть, он выглядит очень круто на некоторых женщинах, те, кто действительно чувствует себя в этом классно, здорово, выражают себя именно таким образом, но чтобы все-таки линии фигуры прослеживались, на мой взгляд, нужно сохранять баланс между верхней частью тела и нижней частью тела. И вы знаете это золотое правило, я всегда вам про него рассказываю. Оно, на мой взгляд, работает безошибочно, то есть чуть более объемный верх, поуже низ, более узкий верх, может быть, чуть более широкий низ. Именно так мы с вами остаемся женственными, то есть как только на вас слишком мешковатый образ и в верхней части тела, и в нижней части тела, не видно фигуру, она не прослеживается, не подчеркивается. Опять же, если это ваш личный выбор, вам так нравится, здорово. Но если мы с вами говорим о том, чтобы выдержать баланс и все-таки оставаться женственной, это самый главный совет.
Плюс всегда работает баланс между открытыми и закрытыми частями тела, то есть условно открыли ноги, закрыли плечи, открыли плечи, закрыли ноги, это 100% работает, опять же в вашей фигуре произойдет равновесие, и это выглядит максимально интеллигентно, то есть здесь уже есть глубина, вы не просто демонстрируете свое тело, открыв и ноги, и плечи, вы даете такую небольшую магию вокруг себя, то есть вы делаете это завуалированно, и на мой взгляд это очень стильный ход, и это тоже и есть проявление именно современной сексуальности. Современная сексуальность — это интеллект прежде всего, и вы знаете, сегодня в образе женщины стало не все так очевидно, то есть, как мы с вами видим, появилось очень много разных контрастов, именно игры на этих контрастах между мужскими элементами и женскими элементами, открытое, закрытое, объемное, узкое, это всегда работает, и на самом деле, на мой взгляд, женщина может выглядеть очень круто, очень стильно, очень сексуально и в брюках, и в джинсах. То есть для меня олицетворение сексуальности — это не равно женщина в платье. Часто мы с вами видим женщин на улице в платьях, и они не выглядят как-то женственно или сексуально. И наоборот, мы можем с вами встретить женщину в брюках или в джинсах, и она выглядит супер сексуально. Здесь, вы знаете, мы всегда с вами говорим об одежде и как ее выбрать, как ее грамотно сочетать и так далее и тому подобное. Но на самом деле, сколько бы я не работала с моими клиентами, и в принципе я все больше и больше прихожу к той мысли, что работа стилиста — это прежде всего психология. И как бы там ни было, одежда, она позволяет нам выглядеть более уверенно, и мы хотим этой уверенности. То есть все это на самом деле именно про уверенность. И на мой взгляд, уверенность, она, конечно же, начинается с вашей личной работы, познания себя, кто вы, что вы любите, как вы хотите, как вы не хотите. И это, конечно же, проявить любовь к себе. Все крутится на самом деле вокруг этого. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно — позволить себе в первую очередь быть прежде всего женщиной, не матерью, не женой, не каким-то суперпрофессионалом на работе. Позвольте себе быть красивой, позвольте себе нарядиться, позвольте себе сделать что-то для себя, позвольте себе поставить себя на первое место. Опять же, это не про эгоизм, это именно про уважение к себе и про свое достоинство. И, на мой взгляд, очень важно делать какие-то себе подарки, устраивать ритуалы на регулярной основе, может быть, купить абонемент в спа-салон или куда-то, куда вам нравится, где вы сможете провести время наедине сама с собой, помедитировать, выдохнуть. Ритм бешеный у всех, мы все очень заняты, семья, дети, работа, готовка, уборка и так далее. И здесь очень важно находить такие вот маленькие моменты, но которые вы посвятите себе. Можно нарядиться, что это значит, то есть одеться не так базово и обычно, и стандартно, как вы привыкли на каждый день, а добавить что-то в свой образ, что вы, например, используете, когда идете на праздник. То есть почему бы это не сделать в каждодневной рутине? Одеться чуть-чуть более нарядно, скажем так. Может быть, позволить себе купить какую-то вещь,
которая выходит за рамки вашего обычного бюджета. Например, это может быть дорогой гель для душа, лак для ногтей, тушь для ресниц, может быть какой-то элемент одежды, может быть какая-то книга, но которая действительно для настроения. Вы все ходите вокруг нее и думаете, нужна, не нужна, а возьмите и купите, поставьте ее на, может быть, стол на красивой подставке. Помните, я вам советовала подставку очень классную, очень стильную, и она действительно и интерьер ваш немножко разнообразит, и в то же время будет такой вдохновляющей нотой в вашей жизни. Как вы понимаете, способов очень много. Здесь нужно проявить действительно креативность, любопытство и любовь к себе, и, естественно, что-то для себя сделать. Присмотритесь еще к такому приему, на мой взгляд, он очень интересный, чтобы выразить сексуальность по-современному, попробовать сочетать на контрасте платья и юбки с обувью на плоской подошве, а, например, джинсы и брюки с обувью на каблуке. На мой взгляд, это очень интеллигентно, очень смарт, очень интересно, современно, опять же, и образы могут получиться действительно не такими понятными, не такими очевидными. В этом и суть. Когда вы к своему образу подходите с современной идеей, то есть идете на контрасте, это выглядит очень классно. Современная сексуальность – это прежде всего интеллект, достоинство свое личное и уважение к себе. Это когда вы женские чары и кокетство используете с умом, а не просто демонстрируете себя как объект желания. Современная сексуальность, она не вульгарная, она, наоборот, завуалированная. И это, конечно же, внутренний шарм, который в себе обязательно нужно культивировать. Поэтому очень важно заниматься саморазвитием, наполнять себя, стремиться к чему-то. Очень важно не делить себя на до и после. Это касается и момента, когда вы стали мамой, или на до и после между одним возрастом и другим, или вы были одна, теперь вы другая. Это может быть связано с чем угодно. То есть вот это вот деление на до и после, оно совершенно не нужно, потому что в первую очередь необходимо вспомнить о том, что вы прежде всего женщина, и от любви к себе очень многое зависит. Вот такая вот информация на сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу современной сексуальности, как вы ее понимаете, как для вас она выражается. Может быть, вы сталкиваетесь с какими-то стереотипами, связанными с тем, как должна выглядеть современная женщина. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение. И, конечно же, еще раз благодарю вас от всей души за такую отметку в 300 тысяч зрителей. Спасибо большое за ваше доверие. Мне действительно очень-очень-очень приятно. Я очень рада. Это классные эмоции, которые не описать словами, это очень здорово. Поэтому спасибо еще раз, и мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видео. Я вас всех обнимаю, желаю супер отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!